Всем привет! Сегодня мне хотелось бы поговорить об иммунной системе и про 10 продуктов, которые помогут ей работать намного лучше. Само понятие иммунной системы может немного вводить в заблуждение, потому что на самом деле ничего подобного нет. Когда мы говорим об иммунной системе, мы имеем в виду способность вашего тела защищать себя. То есть можно сказать, что вы и есть эта иммунная система, ведь все внутри вас участвует в защите организма. У вас есть 40 триллионов клеток, и каждая из них выполняет свою часть работы. Они создают физические барьеры, не позволяющие чужеродным захватчикам проникать под кожу, во внутреннюю оболочку легких и так далее. У нас есть клеточные мембраны, которые способны регулировать то, что входит и выходит из клетки, тем самым облегчая транспортировку материалов, нужных для выживания. И вирусные бактерии постоянно проходят через эти мембраны. У нас есть слизь, которая выделяется из слизистых оболочек, чтобы действовать как барьер и улавливать инородные агенты. Также в нашем организме присутствует химическая защита. Это свободные радикалы и фагоциты, которые выделяют токсичные вещества, отравляющие эти чужеродные клетки. Немаловажной является детоксикация, а в этом нам помогает печень, селезенка и почки, которые отфильтровывают эти чужеродные агенты и расщепленные вещества. И, конечно же, у нас есть лейкоциты. О них говорят в первую очередь, когда речь идет об иммунной системе. Каким же образом мы выстраиваем иммунную систему? Все начинается с цельной пищи, в ней есть целый комплекс витаминов и минералов в их естественной органической абсорбируемой форме. В ней есть незаменимые аминокислоты и незаменимые жирные кислоты. Это ресурсы, которые нужны вашим клеткам для выполнения их работы. Употребляя цельную, богатую питательными веществами пищу, вы предоставляете необходимые ресурсы вашему телу и клеткам. Обработанная пища и фастфуд содержат намного меньше витаминов, минералов, аминокислот, а также меньше незаменимых жирных кислот, потому что их разрушает обработка. И люди часто задаются вопросом, что нужно принимать, чтобы улучшить свой иммунитет. Всегда нужно помнить о балансе. Есть вещи, которые помогают, и есть те, которые наносят ущерб иммунитету, и нам нужно учитывать обе стороны. Итак, что действительно помогает иммунитету, так это витамин С, витамин D и витамин А. Они являются иммуностимуляторами и активируют лейкоциты. Витамин А имеет решающее значение для слизистой оболочки, которая работает как барьер. Еще нам нужен цинк, который является ключевым микроэлементом для активации лейкоцитов. Следующим важным минералом является кальций, но я имею в виду ионизируемый кальций, который быстро и легко превращается в организме в бикарбонат кальция. К сожалению, почти все продаваемые добавки представляют собой карбонат кальция, также известный как известняк или мел. Организм не знает, что с ним делать, и ему очень трудно преобразовать его в бикарбонат кальция. Так что хорошим вариантом будет лактат кальция, ведь он всего в одном шаге от превращения в бикарбонат кальция. И, конечно же, следующими в списке будут незаменимые аминокислоты и незаменимые жирные кислоты. Незаменимые жирные кислоты могут помочь модулировать воспаление. Они необходимы для создания здоровых мембран и здоровых барьеров в организме. Не забывайте также, что из аминокислот и белков, собственно, и состоят все эти иммунные клетки. Конечно же, лейкоциты тоже должны из чего-то состоять, и я уверена, что вы слышали об иммуноглобулинах. Эти глобулины являются белками, и для их соединения требуются незаменимые аминокислоты. Нам следует перестать думать об этих вещах как о таблетках, потому что некоторые люди считают, что если есть какие-то волшебные таблетки, которые улучшают состояние нашего организма, то нужно потреблять их все больше и больше. Если же вы будете переусердствовать, то просто потратите время впустую или, что еще хуже, выведете из равновесия ваш организм. Это просто нутриенты, нам не нужны мегадозы, нам просто нужно достаточное количество каждого из них. Хочу также упомянуть о вещах, которые наносят вред нашему иммунитету. Это действительно очень важно, потому что некоторые люди забывают о том, что нет питательных веществ и таблеток, которые помогут компенсировать постоянный приток токсинов.
Поэтому, когда мы потребляем большое количество сахара, алкоголя, когда мы курим, мы постоянно отравляем наше тело. И нет никаких питательных веществ, которые могли бы компенсировать эти вредные привычки. Обработанные продукты также истощают и разрушают ваше тело. И еще одна вещь, прежде чем мы перейдем к списку лучших продуктов. В краткосрочной перспективе я считаю, что, вероятно, 50% воздействия от того, что вы пытаетесь достичь в укреплении вашей иммунной системы, зависит не от того, что вы принимаете, а от того, от чего вы воздерживаетесь. Примерно 40% связано со стрессом. Нарушая систему иммунитета, стресс делает организм ослабленным перед любыми внутренними и внешними воздействиями. А последние 10% будут связаны с питанием и вещами, которые вы можете принимать. Это не точные цифры, я просто пытаюсь дать вам общее представление о том, что, вероятно, 90% воздействия на вашу иммунную систему – это то, на чем люди даже не заостряют внимание. Они едят сахар и испытывают сильный стресс, а потом задаются вопросом, какая же таблетка или еда поможет справиться с проблемами. В долгосрочной перспективе тяжело расставить какие-либо приоритеты, потому что вы должны избегать сахара и токсинов, вам стоит минимизировать стресс, и вы должны есть настоящую пищу, то есть цельную пищу, чтобы ваше тело функционировало оптимально. Поэтому просто имейте это в виду. И мы переходим к списку. Еда номер 1 для повышения иммунитета – это чеснок. Он уже на протяжении тысячелетий помогает людям повышать иммунитет. В нем есть компонент, называемый аллицином, который представляет собой соединение серы. И все мы прекрасно знаем, что чеснок обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковыми свойствами. Так что он поможет уничтожить многие микробы. Хотя в нем не так уж много питательных веществ, зато он обладает лечебными свойствами. В дополнение к этому в чесноке содержится 50% нашей суточной нормы витамина С на 100 грамм. Но не стоит из-за этого сильно налегать на чеснок, потому что довольно трудно съесть 100 грамм, тем более, что он более эффективен в сыром виде. Он также даст вам 10% вашей суточной нормы цинка и 18% кальция. Еда номер 2 – имбирь. Это еще одна лекарственная пища, в которой не так много питательных веществ, но она обладает антимикробными свойствами. Исследования показывают, что имбирь является эффективным в снижении роста таких грибков, как кандида. Имбирь также может помочь с пищеварением, чтобы вы могли усваивать больше питательных веществ, а также для улучшения кишечной флоры и вашего биома. Ваша кишечная флора участвует в иммунной системе, поэтому здоровый кишечник и здоровое пищеварение безусловно важны. А еще имбирь может быть полезен как модулятор воспаления. Еда номер 3 – это корень куркумы. Его активный компонент называется куркумин. Это также противомикробное средство и модулятор воспаления. А еще он обладает способностью устранять последствия стресса. На основе одного из исследований было выявлено, что если подвергнуть мышей стрессу, то их кора надпочечников будет увеличиваться и утолщаться, они будут производить больше кортизола, а их гипоталамус уменьшит количество BDNF, который является очень полезным гормоном, необходимым для создания новой мозговой ткани и новых синапсов в мозге. И ученые обнаружили, что куркума обращает все эти изменения вспять. Таким образом, она оказывает сильное влияние на стресс, а еще она благотворно влияет на заживление кишечника. И есть такое понятие, как дрявый кишечник. Этот термин характеризует процесс попадания крупных молекул из кишечника в кровоток, когда механизмы под названием непроницаемые перегородки, которые нужны для того, чтобы закрывать отверстия между клетками кишечника, вместо этого раскрываются. Так вот, если у вас дырявый кишечник, куркума может помочь вылечить слизистую оболочку, а еще поможет улучшить биом. Еда номер 4 – это масло печени трески. Только задумайтесь, 1 столовая ложка масла печени трески содержит 375% суточной нормы витамина D и 450% витамина А. Это масло также дает вам незаменимые жирные кислоты – эйкозапентаеновую кислоту и докозагексаеновую кислоту. Так что всего 1 ложки достаточно, чтобы восполнить суточную норму всех этих веществ.
И в дополнение к созданию здоровых клеточных мембран, эти незаменимые жирные кислоты также модулируют воспаление. Еда номер 5 – яйца. И если вы съедаете 3 больших яйца в день, вы получаете 33% дневной нормы витамина D, 22% дневной нормы цинка и 9% кальция. Также вы получите 21 грамм полноценного белка, и это полезно для инсулина. Какое же отношение инсулин имеет к нашей теме? Что ж, в последнее время было много разговоров о том, что люди более восприимчивы к коронавирусу, если у них есть инсулинорезистентность, диабет или же сердечно-сосудистые заболевания. Ключом к этому является инсулин. Поэтому, когда мы едим продукты, повышающие иммунитет, важно помнить не только про то, что они привносят в наш организм, но также про то, на что они оказывают нейтральное влияние. Думаю, что нам стоит сосредоточиться на продуктах, которые не вызывают выработку инсулина, и яйца очень полезны в этом плане. Еда номер 6 – это продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов и являются одними из необходимых компонентов полноценного здорового питания. Они способствуют укреплению иммунитета, так как влияют на клеточные мембраны и ослабляют выработку воспалительных соединений. К ним относятся жирные сорта рыбы – лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины, а также льняные семена, оливки и орехи. Еда номер 7 – болгарский перец. На 100 грамм болгарского перца приходится в 2 раза больше витамина С от дневной нормы. 104% приходится на витамин А и совсем немного цинка и кальция, но каждый кусочек имеет значение. Также он содержит много минералов и микроэлементов, и еще это очень полезный продукт для инсулина. Еда номер 8 – брокколи. В целом хочу выделить зеленую группу овощей. Это брюссельская капуста, цветная капуста, сельдерей, спаржа, салат и так далее. Ведь зеленые овощи содержат противовоспалительные антиоксиданты и важные питательные вещества, включая витамины А, С и фолиевую кислоту. Все они, как известно, помогают иммунной системе. Помимо этого, в овощах зеленого цвета есть биоактивные соединения, которые поддерживают иммунитет в кишечнике, где находится от 70 до 80% иммунных клеток. На 100 грамм брокколи приходится 148% нашего дневного витамина С, 21% витамина А, немного цинка, кальция и снова никаких проблем с инсулином. Еда номер 9 – это шпинат. Употребляя 100 грамм свежего шпината, вы получите более 50% суточной нормы витамина А и более 30% суточной нормы витамина С. Еда номер 10 – тыквенные семечки. На 100 грамм приходится 88% цинка, это почти полностью восполнит дневную норму, 5% кальция и 40% полезных жиров. Они не так полезны, как жир, который содержится в рыбе, потому что рыбий жир уже находится в нужной нам форме EPA и DHA, но некоторые из этих жиров могут быть преобразованы в эти конечные продукты. И опять же, мы получаем все это, не связываясь с инсулином. Так что весь смысл заключается в разнообразии цельных продуктов. Я привела несколько примеров действительно хороших продуктов, но имейте в виду, что вся суть не только в том, чтобы добавлять в рацион определенную еду. Большинство проблем со здоровьем возникает из-за вреда, который вы наносите сахаром, химическими веществами и стрессом. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Всем спасибо за просмотр!